Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Печем очень вкусный, необычный закарпатский торт «Добаш». У него нежные мягкие коржи и вкусный шоколадный крем. Этот торт обязательно стоит попробовать. Я уверена, что он понравится всем. В описании под видео указано количество ингредиентов. В чашу миксера вбиваю яйца, добавляю соль, сахар, ванильный сахар и взбиваю на высоких оборотах до пышной светлой массы, которая должна увеличиться минимум вдвое. У меня вариант торта не классический, упрощенный. В классическом рецепте каждый бисквит выпекается отдельно. Я же буду выпекать 2 высоких бисквита и разрезать на 6 отдельных коржей. Во взбитую смесь я просеиваю муку и аккуратно силиконовой лопаткой снизу вверх перемешиваю, так, чтобы масса не осела. Заранее я растопила сливочное масло, оно должно быть обязательно охлажденным. Добавляю его в бисквит и снова аккуратно перемешиваю, но недолго, достаточно, чтобы масло вмешалось в тесто. Масса должна получиться очень пышной. Выпекаю в разъемном кольце, я дно устелила пергаментом. И не смазываю ничем, выливаю сразу же все тесто. Духовка должна быть заранее разогрета на 180 градусов. Бисквит выпекается около 40 минут. Но смотрите по своей духовке. Затем, пока корж остывает, я его оставила прямо в форме, я приготовлю крем. Яйца с сахарной пудрой я взбиваю до пышной однородной массы и ставлю на заранее приготовленную водяную баню. И около 5 минут, постоянно помешивая, завариваю эту смесь. Постепенно вся пудра растворится, яйца станут пышнее, добавляю столовую ложку воды и где-то около 3 минут еще держу на водяной бане. Нарезаю мелко молочный шоколад, можно использовать и горький. И весь этот шоколад нарезанный выкладываю в яичную горячую смесь. Перемешиваю до полного растопления шоколада. Масса станет вязкая, тягучая, ее нужно полностью остудить. Бисквит у меня уже остыл в форме. Я его достаю, и его нужно полностью охладить на решетке. Идеально будет, если он пролежит несколько часов. Но если времени нет, нужно хотя бы полностью остудить. Вот такой высоты у меня бисквит получается. Отдельно взбиваю мягкое сливочное масло до побеления, до пышности. И когда шоколадная масса полностью остыла, по столовой ложке добавляю во взбитое масло и продолжаю взбивать до однородности и пышности. Получается очень вкусный крем. Он такой похож на шоколадный ганаш. Прохожусь по стенкам, чтобы равномерно все взбилось. И вот такой воздушный крем получился. Он немножко получается жидковатый. Его нужно поставить в холодильник, и он очень хорошо застынет. Остывший бисквит я разрезаю на 3 коржа. Посмотрите, какой он внутри пышный и пористый. Тем временем я выпекла второй бисквит. Тесто на него, кстати, нужно готовить сразу же перед выпечкой. То есть заранее на 2 коржа тесто мы не готовим, на 2 бисквита. Сначала выпекаем один, затем готовим тесто на второй бисквит и выпекаем второй. Если у вас духовка позволяет выпекать сразу оба, то тогда тесто можно приготовить одновременно на оба бисквита. Я же готовила отдельно. Крем хорошо застыл, загустел в холодильнике, и можно собирать торт. Наношу немножко на дно подноса, выкладываю первый корж, сверху 3 полные столовые ложки крема и равномерно промазываю. Крем нужно условно разделить на 5 коржей и немного оставить для украшения и смазывания боков торта. Торт будет состоять из 5 коржей, а 6-й будет карамельный. Ним я буду торт украшать. Именно в нем изюминка закарпатского торта «Добаш». Вообще родина этого торта Венгрия, но так как Закарпатье тесно соседствует с этой страной, то, конечно, это не могло не наложить свой отпечаток на закарпатскую кухню. И именно там я попробовала этот великолепный торт, который предлагаю обязательно попробовать и вам. Равномерно смазываю бока торта и убираю его для стабилизации в холодильник. Для 6-го карамельного коржа нужно подготовить форму. Ту, в которой я выпекала бисквит, я оборачиваю ее фольгой.
Смазываю бока растительным маслом и выкладываю сюда 6-й корж. Я выбрала самый ровный. Плотно его укладываю, утрамбовываю и буду варить карамель. В кастрюлю насыпаю сахар, немножко воды, ставлю на плиту и, помешивая, довожу до полного растворения сахара. А затем варю около 5-7 минут на небольшом огне до вот такого вот карамельного цвета. Вообще стоит следить, чтобы карамель не передержать, потому что, как видите, она очень быстро становится очень насыщенной и даже может немножко горчить. Выливаю карамель сверху на 6-й корж, разравниваю, даю совсем немножко карамели схватиться и отделяю от формы. Убираю фольгу. И пока еще карамель совсем не застыла, разрезаю корж на 8 сегментов. Делайте это обязательно на деревянной доске или какой-то подставке, потому что можно разрезать силиконовый коврик или повредить стол. Карамель не очень хорошо режется, поэтому вот так вот. Нож для того, чтобы лучше было, стоит смазать растительным маслом. Убираю фольгу. И получаются вот такие вот карамельные сегменты. Им нужно дать полностью остыть, они затвердеют и примут такую тугую форму. Остатки крема для удобства я выкладываю в кондитерский мешок с насадкой. Торт у меня постоял в холодильнике, хорошо стабилизировался. Я его условно делю на 8 сегментов. И равномерно по краю украшаю. Делаю вот такие высокие цветочки. Они будут служить опорой для каждого сегмента карамельного коржа. И теперь аккуратно наискосок выкладываю каждый сегмент. Середину торта украшаю оставшимся кремом. И бока тоже вот так вот в хаотичном порядке. Я не выравнивала, потому что уже крема было маловато. Поэтому вот таким вот образом. Ставлю торт в холодильник. И через пару часов его можно разрезать и пробовать. Я, к сожалению, вам разрез торта не покажу, потому что готовила его на семейное торжество. Но поверьте, что это очень вкусно. Советую вам попробовать. Очень жду ваших комментариев. Смотрите другие мои видео. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты. Всем пока!